Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Демарш Алиева. Готовит ли Азербайджан ответ на удары России по Украине? Борис Леонидович, сейчас в информационном пространстве крайне много вопросов по данной теме. И удары по НПЗ «Сакар», и по газовой инфраструктуре, и сотрудничество российского капитала на азербайджанских объектах, и Зангезурский коридор. Причем тут США и почему Иран на все это дело смотрит крайне неодобрительно. Что касается объектов Сакара, State Oil Company of Azerbaijan Republic на территории подконтрольной Киеву, заявление о том, что НПЗ принадлежал Сакару, в действительности просто не соответствует. В свое время это было подконтрольно Коломойскому, потом это было национализировано, в таком состоянии и пребывает. То, что это находится на той территории, которая, мягко бы сказано, нам не очень нравится и производит нефтепродукты, в том числе предназначенные для вооруженных сил Украины, было очевидно. То, что это военная цель, тоже очевидно. Ну, собственно говоря, и так не работал толком, теперь совсем не работает. Еще лет 10 назад Сакар как раз для обеспечения поставок нефти на этот нефтеперерабатывающий завод выкупил терминал в Одесском порту. Сейчас досталось и ему. Логика военных действий, на мой взгляд, здесь очевидна. Поставляется нефть или нет, но поставлять через этот терминал нефтепродукты, которые, опять же, идут на линию боевого соприкосновения, технически совершенно возможно. Значит, это лишнее. Что, собственно говоря, и произошло. Не имеет ли это какое-то отношение к нашим двусторонним отношениям? На мой взгляд, нет. Зона боевых действий, тут другие законы. Можно возмущаться, не возмущаться. Можно даже в суд попробовать обратиться, не более того. Что касается газоизмерительной станции «Орловка», это отнюдь не только для поставок азербайджанского газа. Азербайджанский газ была единственная тестовая поставка, о результатах которой, между прочим, вообще никто ничего не сообщил. Чем эта газоизмерительная станция «Орловка» интересна? Это окончание, так скажем, если мы смотрим с юга на маршрут трансбалканского магистрального газопровода. Напомню, что в не очень давние времена это был достаточно интересный маршрут, предназначенный для обеспечения газом не только балканских государств, но и Италии, и тех стран, которые... и Турции, в числе прочего. Проходил он по территории Украинской Советской Социалистической Республики, Молдавской Советской Социалистической Республики, Социалистической Республики Румыния, Народной Республики Болгария и уходил в Турцию, где разлетался дальше на юг и для самой Турции. С момента запуска турецкого потока он «Газпрому» стал не нужен, его просто остановили. Появился европейский проект вертикального газового коридора, так он и назывался. То есть установлены новые газоперекачивающие агрегаты, которые превратили трубопровод в интерконнектор. Можно прокачивать газ в обоих направлениях, с севера на юг, с юга на север. Идея была, разумеется, об увеличении независимости от России. Это же самое главное в этой жизни для европейских государств. И в Италии, и в Греции есть регистрационные терминалы. Приводим газ в обычное агрегатное состояние, начинаем прокачивать наверх. Через территорию Турции, Болгария, Румыния, немножечко там задевает Молдавию, Украина. И появилось новое соединение газовое с Польшей. А Польша, в свою очередь, соединена магистральным газопроводом с Литвой. Дальше начинается никем не демонтированная система советских времен построенного системы магистральных газопроводов «Северное сияние». Вот добрались уже до Эстонии. И поскольку Балтик Коннектор есть еще и такой магистральный газопровод, который время от времени то работает, то не работает. Вот добрались до Финляндии. Для Европы это грандиозный проект. С самого юга добрались до самого севера. И теперь в обратную сторону, если его использовать, есть регистрационный терминал в Финляндии, газ пришел в Эстонию, есть регистрационный терминал
В Литве газ пошел дальше. Есть регистрационный терминал в Польше. Польша, в свою очередь, соединена знаменитой Балтик Пипой, Baltic Pipe, извините, через территорию Дании с Северным морем, с норвежским сектором. Вот еще дополнительный газ, еще регистрационный терминал в Свиноujсце. То есть, все вполне прилично. Но необходимой существенной частью этого проекта являлись подземные хранилища газа на территории Львовской области для того, чтобы нивелировать все перерывы в поставках СПГ. СПГ – это не магистральный газопровод. Между приходами терминалов в порт нужно что-то делать. Получать газ только в тот момент, когда судно стоит в порту, неудобно. Надо где-то накапливать. Объемы хранилищ на территории Львовской области более чем достаточно. Теоретически должно было на все хватать. Но еще летом прошлого года выяснилось, что что-то не в порядке с оборудованием подземных хранилищ газа на Украине, кондиционеры неисправны. И европейцы, которые пользовались услугами, предоставляемыми Украины, там действительно были и тарифы снижены, и не было таможенных пошлин, то есть в режиме таможенного склада можно было хранить газ. Традиционный бизнес. Летом купил подешевле, отправил в хранилище, зимой цены выросли, продал. Пару лет этим пользовались, потом украинские джентльмены сообщили, что вот такие происшествия, то насосы не работают, то еще что-то происходит, то вот короткое замыкание произошло по непонятным причинам. То ли свинья на провода залезла, то ли еще что-то такое. И европейские энергетические компании пришли к выводу, что может произойти случай, когда газ на хранение ты отправил, а вернуть его из подземного хранилища не можешь. И на день сегодняшний в подземных хранилищах Украины практически пусто. С минимальными запасами вышли из отопительного сезона. Сейчас выяснилось, что за газ, оказывается, нужно платить деньги. Этого никто не ожидал. Украсть, получается, уже невозможно. Есть и финансовые вопросы, есть сугубо такой практический вопрос, а где газ-то взять? Да, есть соединение с Польшей, но объемы, которые необходимы Польше для собственного обеспечения, это первичная забота польского правительства. Продать можно только избыток, в том случае, если у Украины есть деньги. Трансбалканский газопровод в обратном направлении тоже не сказать, что обильные были поставки. Дело в том, что Румыния выставила такие тарифы, которые требуют обращения в суд. Там, то ли трехкратное, то ли четырехкратное превышение над обычными расценками. И остается наиболее крупный такой объем поставок, отнюдь не по трансбалканскому газопроводу, а по турецкому, который Болгария ошибочно считает балканским. Газ, приходящий из России на территорию Турции, дальше одна из ниток уходит на территорию Болгарии, Балканский поток, так называемый, проходит территорию Болгарии, приходит в Сербию, проходит территорию Сербии, приходит в Венгрию, из Венгрии в Словакию. Есть контракты у венгерских и словацких компаний с «Газпромом». У них необходимость платить в рублях отторжения не вызвала. Здесь все в порядке. И вот тот газ, который Венгрия и Словакия считают избыточным, что-то осталось с отопительного сезона, какие-то еще там у них варианты есть, вот это они продают на Украину. Разумеется, по тем ценам, которые складываются после оплаты всех транзитных услуг. Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии. В результате, если сейчас на европейской бирже, на хабе, извините, TTF, стоимость около $400 за 1000 кубометров, то для Украины этот газ доставался по 600 и даже немножечко выше. Связано это еще и с откровенной обидой Словакии на происходившее, потому что Уренгой, Помара, Ужгород проходил прежде всего через территорию Словакии, добирался до австрийского хаба Баумгартен, дальше расходился по всей Европе. На тот момент, когда объемы поставок были довоенными, так скажем, Словакия только на этом транзите зарабатывала до 500 миллионов евро в год. Теперь она их не зарабатывает. Разумеется, в бюджете некоторым образом образовалось отверстие. Чтобы это отверстие не было таким большим, можно из кого-нибудь что-нибудь выдавить, что, собственно говоря, и происходит. Бюджет Украины дефицитен.
Все зависит от того, помогут европейские доброжелатели или не помогут. Вот на тот объем, который удается приобрести, собрать денег, ну вот настолько и покупают. К отопительному сезону Украина ну, придет в том состоянии, когда зимой придется тоже закупать газ по тем ценам, которые к тому времени образуются. То есть работа, так скажем, с колес без использования подземных хранилищ газов, в которых объем по-прежнему оставляет желать лучшего. Последнее сообщение из Киева было о том, что минимальные объемы за последние 12 лет. Да, конечно, вот трансбалканский магистральный газопровод в обратном направлении, да, небольшие объемы, но дополнительно можно было каким-то образом получать. Тем более, что если бы Азербайджан пришел на помощь, хотя на самом деле это ничего не меняет, потому что транзитные платежи и в этом случае предстоит заплатить турецким компаниям, болгарским компаниям, румынским компаниям, и только потом получить конечную стоимость. Вот сейчас такой возможности нет, ничего страшного в этом на самом деле не происходит, потому что закачать газ из Словакии проблем не составит. Трубопроводы там в полном порядке, остается только заплатить денег. На самом деле, может быть, вот этот ажиотаж связан с тем, что нет официальной реакции Азербайджана. Ориентироваться на провластные, антивластные, вокруг властные СМИ – это одно. Каких-то комментариев официальных от азербайджанских политиков мы пока не слышим. Чем дольше длится эта пауза, тем больше напряжения, тем больше самых разных фейковых новостей, агрессивных новостей мы будем видеть. К сожалению, пока ситуация вот такая. Мы действительно не знаем, изменятся ли какие-то планы развития в Азербайджане, не изменится. Если смотреть на текст соглашения, то там есть пункт о том, что Соединенные Штаты будут сотрудничать и в энергетической отрасли. Я еще могу представить, как можно сотрудничать с Азербайджаном. Что можно получить Армения. Восстановить газопровод, который шел со стороны Азербайджана, это было бы, конечно, ну, действительно по-добрососедски, но это и времени потребует, и инвестиций определенных. Конечно, можно использовать имеющиеся у американских компаний технологии для строительства новых электростанций. Но на день сегодняшний энергодефицита ни в Армении, ни в Азербайджане не наблюдается. Так что, с моей точки зрения, все, что происходит на рынках и в прилегающих криминальных районах, происходит ровно то, что требует законы Российской Федерации. Опять же, ничего страшного, так и должно быть. Прежде всего, порядок, все остальное потом. Если кто-то этим недоволен, ну, наверное, надо выяснять, какие связи у него есть со всевозможными криминальными элементами нехорошими. Но это не ко мне. Борис Леонидович, большое спасибо за столь развернутый комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Соблюдаем информационную гигиену, ждем официальной реакции, официальных органов, предназначенных для того, чтобы такие заявления делать. Прежде всего, конечно, российских. Ждем заявлений МИДа, может быть, еще кто-то из наших политиков как-то прокомментирует. А бросаться на все то, что мы видим в интернете, вредно для пищеварения. Берегите себя. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы
проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться. Нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.